Здравствуйте! Сегодня рубрика «Кино как зеркало внутренней жизни». И сегодня мы с вами разберем сцену из фильма Marriage Story. Семейная история. Итак, самая болезненная сцена в этом фильме не про развод. Она про момент, когда любовь превращается в оружие. И, возможно, у вас в жизни уже был такой разговор, такой опыт, такая сцена, похожая на эту. Тогда давайте посмотрим на нее изнутри. Но сейчас я как будто должна сказать коротко о фильме. Это история о паре, которая расстается экологично, пока не доходит, хочется сказать, до ручки, но скажу экологично, пока не доходит до настоящих чувств. Он режиссер, она актриса, которая долго жила в его тени. Они пытаются разойтись мирно, но под этим мирно спрятано слишком много подавленного. Обиды, претензии, разочарования, боли. Давайте посмотрим сцену. Та самая сцена ссоры в квартире. Сначала попытка говорить спокойно, потом постепенное нарастание эмоций и в какой-то момент прорыв, обвинения, обесценивание, удары по самому эмоционально уязвимому. И кульминация. Он говорит, что жалеет, что она не умерла. А через секунду ломается и плачет. Конфликт. На поверхности кто прав, кто виноват, кто больше страдал. На глубине конфликт быть увиденным в противопоставлении быть поглощенным отношениями. Она, я потеряла себя в тебе, в отношениях. Он, я не понимаю тебя. По-моему, я все делал правильно, хорошо, и что, тебе было мало, тебе было недостаточно. Это не просто ссора, это столкновение двух внутренних реальностей. Подавление чувств. Они слишком долго были хорошими друг для друга. Не говорили до конца, сглаживали, терпели. Но в итоге чувства не исчезли, никуда не делись, они накопились и стали разрушительными. Было ли здесь в отношении этой пары вообще нарушение границ? Да, но не насильно. Она просто растворилась в его жизни. Он воспринимал это как норму. И когда она начала отделяться, он пережил это как предательство. Произошел ли здесь регресс в детскую позицию? Да. В момент пика ссоры оба как бы отказываются от взрослой позиции и ныряют в конфликт, как два раненых ребенка. Поэтому фразы становятся жесткими, как бы из позиции максимально больно ударить. И все, это конец. Потому что так мы видим, как любовь превращается в агрессию. Это тот момент, когда чем больше привязанность, тем сильнее агрессия при угрозе потери. Это как бы один и тот же источник. Почему эта сцена воспринимается так брутально, так ясно, явно здесь чувствуется боль? Потому что она разрушает иллюзию. Если люди любят друг друга, они не ранят. Ранят еще как. Особенно, когда не говорят вовремя, боятся потерять, не выдерживают свою уязвимость, такую сильную нуждаемость в другом. Давайте посмотрим сцену. После эмоционального взрыва тишина и слезы. Это моменты, где агрессия сгорает. И остается настоящая боль, любовь, бессилие. Он садится на пол, она подходит. Сильные эмоции, их нет, они сгорели. Но это не примирение, это встреча двух уязвимостей. Это когда два человека вдруг перестают защищаться и остаются без защиты, без масок. Встреча в уязвимости – это мне больно. Я больше не могу это скрывать. В чем разница между примирением и встречей в уязвимости? Примирение – это закрытие конфликта. Уязвимость – это открыть себя. Это не момент, где они все решили, это момент, где они перестали прятаться. Такие сцены происходят не только в разводах. Они происходят, когда мы долго молчим, подстраиваемся, накапливаем неудовлетворенность. Боишься разрушить отношения?
не говоришь, а потом говоришь все сразу. И слишком много, и слишком больно. Это похоже на то, как твои эмоции сдерживала невидимая плотина, как воду, и вот плотину прорвало. Какой здесь можно сконструировать вывод? Конфликт не разрушает отношения, разрушает отношения отсутствие честности до конфликта. Если ты не выражаешь злость, неудовлетворенность, не обозначаешь себя, границы, это все равно выйдет наружу, но уже в разрушительной форме. Что можно отметить про игру актеров в этой сцене? Адам Драйвер показывает, как сила может сломаться в одну секунду. Скарлетт Йоханссон дает очень точное ощущение человека, который наконец начал отделяться. Поэтому сцена ощущается не как кино, а как подглядывание за реальной жизнью. И что мне хочется сказать как финальную фразу? Конфликт не разрушает отношения. Их разрушает все то, что не было сказано вовремя, до конфликта. Потому что любовь ломается не от слов, а от невозможности выдержать правду рядом с другим человеком. Иногда самые разрушительные слова говорят не потому, что нас не любят, и не потому, что мы не любим, а потому что не умеем выдерживать привязанность, то, насколько сильно мы любим. Спасибо за внимание. Оставляйте свои вопросы, комментарии, пожелания. Подписывайтесь, если отозвалось и было интересно. До новых встреч. Пока-пока.